Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1960 года рождения, дата исследования 20 сентября 2023 года, область исследования органы брюшной полости забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, на 23 мм, пролоббирует в грудную клетку. Эвакуация жидкого контраста не нарушена. Печень КРП 185 мм, КРЛ 115 мм, контуры четкие, ровные, структура диффузно неоднородна. Нативная плотность плюс 33 плюс 43 Хауницфелда. Диаметр портальной вены 12 мм. Желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, правильной формы, содержит конкремент диаметром 18 мм, плотностью до плюс 708 Хауницфелда. Поджелудочное железо обычных размеров, с четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность плюс 19 плюс 43 Хауницфелда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена, селезенка не увеличена, с четкими, ровными контурами, без РДЖ контрастных очагов. Надпочечники не увеличены, обычной структуры. Правая и левая почка не увеличена. Паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паранефральная клетчатка структурная. Справа патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Слева в паренхиме визуализируется образование размером 7 на 5 на 4 мм, с кальцификатом по периферии до 4 на 2 мм, с синусикиста диаметром 14 мм. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. В области пупка сформировано грыжевое выпячивание до 28 мм, диаметр грыжевых ворот 16 мм. Заключение КТ: картина грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, гепатомегалии, жирового гепатоза, ГБК, диффузных изменений поджелудочной железы, образование левой почки, гемангиома, кисты левой почки, пупочной грыжи. Рекомендовано КТ с контрастным усилением, консультация хирурга. 25 сентября 2023 года, М.Н., доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: исследование брюшной полости на КТ без контраста – это малоинформативная процедура. Достоверно внутренние органы не оценить. В левой почке, по всей видимости, есть какое-то образование, но что это сказать без контраста, невозможно. Также есть признаки жирового гепатоза печени, хронического панкреатита, ГБК, пупочной грыжи. Все это может давать боли в животе. Вам имеет смысл сделать КТ с контрастом и проконсультироваться у хирурга.